Часы пустить. Пара большая. Поехали. Да прибить Хорошо, надо. Ты про ежика не хочешь, да? Да, про ежика я не хочу рассказать, это неинтересно. Хорошо. Да, интересные были полеты, когда перед подготовкой Шпаро, когда была экспедиция «Комсомольская правда». Перед этим мы вылетели перед подготовкой. Это с Горбиком, экипаж был Горбика, значит. С Чкаловым еще? Да, при Чкалове, да. Вот. И мы тогда вот полетели. Первая была перед тем, как мы ушли туда, в Ледовитый океан. Посадка на Диксоне. Забрали эту радистку Полина, не помню, как ее звали. И вот полетели. Полетели с Контриком, который искать автоматы полетел, которые потеряли солдаты, делая пробег на лыжах. Их замело пургой, Их да? замело пургой, они обморозились, ну, кто-то это. Вот. Это он поехал искать туда эти автоматы. Значит, вылетели мы оттуда, прилетели и собирались лететь на СП-28, на Полярку. На СП-28, значит, мы со штурманом пошли к пограничникам для того, чтобы взять у них частоты и какие полярки есть, с кем можно еще работать в этом регионе. Пришли туда, идти было, ну, буквально где-то, метров 500, наверное. Пришли к солдатам, взяли у них частоты и прочее. Они потом говорят: а как вы сюда пришли? Мы говорим: как? Пришли пешком. А где ваше оружие? Оружия нет. Говорят: а как вы тут ходите? Тут медведи ходят кругом со всех сторон. Короче, выдали нам вездеход, и мы на вездеходе приехали обратно, где мы там жили. На следующий день вылетели на СП-28. Ну, посадка была на треснутую льдину, у него было всего 350 метров где-то полосы. Светотехники никакой, это были только плашки керосиновые, на которых тряпочки горели, сели. Значит, люди нас встретили там очень, очень хорошо. Это Ан-74 был? Да, это был Ан-74. Вот. На Ан-74 мы сели. Вот, 350 метров хватило, чтобы все это дело... Да, это экстремально. Да, экстремально. Даже реверс был включен в воздухе, и машина немного просела, так створками ударилась по колесам. Люди нас очень... Они не видели... Туда летал только Ил-14. Другие машины туда не могли никто. А потом треснула льдина, и вообще к ним никто не мог прилететь. Потому что Ил-14 нужно было, будь здоров, какую полосу по сравнению с нами. Вот. Ну, встретили очень хорошо и пригласили нас отобедать с ними. Ну и потом, значит, стали рассказывать по поводу того, что, говорит, готовим мы все из снега вода, а она дистиллированная. А дистиллированная вода вымывает из костей кальций. Поэтому придумали полярники, для того, чтобы кальций был в костях, надо выпивать пиво. И официально у них на льдине было пльзенское пиво. Каждому выдавалось пиво, значит, для того, чтобы он пил, для того, чтобы кальций не вымывало с этого. Ну и уже мы когда улетали, нам даже тракторист забросил еще свой ящик этого пива, потому что ему уже надоело там. Ну, вот. На следующий прилетели, ходили, смотрели, чем они занимаются. Вот как раз все эти полярки были сделаны для флота, для подводных лодок. Они промеряли глубину океана, когда она дрейфует. И так как сейчас это можно эхолотом все промерить, то раньше промерялось тросиками. Тросики с грузками, стоит там эти лебедочки. И была специальная служба у мужика, который отвечал вот за эту промер глубины. Координаты давали и мерили, делали карты. Ну, она же не одна была, полярка. Там было, мы потом вылетели на СП-30, но у них еще не замерзла полностью полоса, они нас не приняли, мы пришли только заход делать. Сделали над ними заход и ушли. А на следующий день мы, когда вернулись, решили полететь на Грембел. Вот на Грембеле, это земля Франца Иосифа, сейчас там россияне комплекс очень большой строят. Вот. Это был аэродром подскока, когда еще были самолеты Ту-4, для того, чтобы, если на Америку летают, чтобы можно было подскочить
значит, через Северный полюс перелететь туда, в Америку. Его называли Шереметьево-3. Очень раскатанная большая полоса. И так мы облетывали все эти, земля Александры, земля Франца Иосифа, Диксон, Средние, ну, все эти острова. Вот получилась такая работа. А потом у нас следующее, это мы готовились к экспедиции Шпаро. Они должны были идти через Северный полюс в Канаду на лыжах. Ага. Вот. Но все это мы взяли, все эти данные собрали, которые мы летали, поэтому, ну, и вернулись домой. А потом через 1,5 года опять экспедиция собиралась к Комсомольской правде на Руслане в Антарктиду лететь. Но это был конец Советского Союза. Ну, наш Руслан, первая единица, в это время проходил испытания в Оленегорске по обледенению. Значит, они выходили в море, набирали лед и делали там все эти дачи руля. Так вот, рассказывают, когда Терский рассказывал, говорит, когда набирали лед и начинали делать все там конфигурации отрабатывать, вот они делают конфигурацию вверх-вниз дачи руля высоты, а рядом становится Орион. И Орион те же самые дачи делает рядом с ним. Они вдвоем летают парой. Потом очень долго не могли допроситься мы до того, чтобы попасть нам на остров Грэмбел. Значит, а для чего? Значит, нужно было привезти туда из Института Арктики и Антарктики из Ленинграда специалистов, чтобы они пробили лед для того, чтобы мог сесть Руслан там. Вот. Ну, короче, вылетели мы, долго ждали, какие-то были учения военные, потом, в конце концов, нам дали добро. Да. Вылетели мы с этого Оленегорска, дошли до Амдермы, и на 12-м вы сами знаете, какое оборудование было, только РСБН и АРК-11. Другого никаких GPS-ов, нигде ничего нету. Покуда работал этот Михаил, этот РСБН, еще что-то можно было удаление, еще с ним было связано. Он говорит, так, срочно свяжитесь со мной на короткой станции. А я же знаю, что она у нас, как потом выяснилось, почему она у нас не работала. Я говорю, да-да-да, сейчас мы свяжемся. А потом я говорю, да вот я уже со Снегирем, уже с Грэмбелом имею связь. Он говорит, ну идите, значит, дадите посадку свою. Хорошо. И вот мы отходим, зову я эту новую землю, никто не отвечает. Потом мышь желания не отвечает. Потом зову этого Грэмбел, не отвечает. И вот мы долетели без связи до Казани. Уже топлива не было. Мы очень долго летели, я не помню сколько. Вот. Долетаем уже до Грэмбела. Начали снижаться. Штурман вывел очень хорошо, прямо на казармы. И без связи начали ходить над казармами, будить людей. Никто не встает. Короче, 2 раза прошли над казармами и решили садиться без связи на их полосу. Сели, и вот после посадки уже только появились люди. И вот мы, значит, говорит, кто вы, откуда? Говорит, сейчас мы вам расскажем. Нам же дали военное разрешение. Как вы проспали все это? Ну, короче, проспали они все это дело. Вышла наша эта группа, которая по замеру этого льда промерили, все хорошо. Короче, и тут Руслан пришел тоже, сел. Руслан, что хотели проверить? Как он будет держаться во время прогрева на льду? На этом самом. Все прекрасно. Оказывается, на льду он держится очень, очень хорошо во время прогрева. То есть коэффициент сцепления да. шероховатый. Шероховатый, да. И прекрасно. И были готовы лететь в Антарктиду уже потом по этим всем. Но дело в том, что рухнул Советский Союз, Комсомольская правда и все остальное. И так и не получилась наша экспедиция на Руслане В Антарктиду, да. Понятно. Хорошо.